Доброго дня всем. Итак, почему возникает вот такая проблема у нас с глюкозой? Есть три основных момента. Это дефицит клетчатки, избыток легких углеводов и избыточная калорийность пищи. При одном из этих нарушений возникают продукты гликации, наши белки и жиры окисляются при присоединении глюкозы к ним. Плюс еще желательно, конечно, снизить вот такие вот окисленные глюкозой белки из пищи. Например, жареная картошка фри, да, или ежедневно, или часто жареное мясо человек ест. Вот это вот сладенькая, вкусненькая, с сладковатым привкусом корочка, которая привлекает, это и есть вот как раз гликированные белки и жиры. То есть когда глюкоза, которая есть в мышцах, да, вот в мясе, она при воздействии высоких температур, она образует вот такую карамельную корочку, которая аппетитно выглядит. Вот в принципе происходит у нас в организме вот то же самое с соседками сосудов, да, и с ферментами нашими, которые тоже белками являются. Они также глюкозой поджариваются, только не из-за температуры, а из-за химических реакций. Поэтому стараемся мы не просто углеводы сократить, а сократить еще и потребление вот таких вот конечных продуктов гликации, когда происходит вот такая сильная зажарка, и часто такая еда идет в пищу. Плюс еще, к сожалению, инсулинорезистентности способствует окисление жиров. Вот как-то я писала пост про масла, какие масла хорошо есть в пищу, какие нехорошо. И у меня там было несколько гневных таких замечаний, да, в ответ на эту публикацию. Как так вы говорите, что плохо есть, например, пить льняное масло или там масло грецкого ореха? Вы вообще о чем? А как это может быть плохо? Это же очень полезно. Но просто те, кто прочитали, они не вчитались достаточно в то, о чем я хотела сказать. А говорила я о том, что это ненасыщенные смесь насыщенных и ненасыщенных жирных кислот растительные масла. Если они ненасыщенные, это хорошо. Если они ненасыщенные и свежие, например, льняное масло — это просто лидер по содержанию ненасыщенных жирных кислот в своем составе. И если это масло свежее, вот буквально только его сделали, да, месяц прошел, в темном стекле хранилось и налито под завязочку так, чтобы кислород не было в бутылке, много кислорода, чтобы он не окислял жирные кислоты. И хранилось в холодильнике. И вы открыли, и в течение месяца его выпили, тоже продолжая хранить в холодильнике. Тогда только все на пользу. Но если это масло уже давно открыто было, или оно старое, или его неправильно получали, или его там как-то на производстве неправильно хранили, то оно уже вся польза, все эти ненасыщенные жиры, они все окислились уже в бутылке. И вы пьете уже вот окисленные, испорченные жиры. И это еще больше помогает глюкозе портить наши белки и наши жиры, наши мембраны. Поэтому если говорить о современном мире, то да, чаще всего употребление льняного масла, даже казалось бы, что мы хотим красивую кожу себе получить, да, вот нам сказали увеличить потребление жиров, сухая очень кожа, сухие пятки трескаются, сухие волосы. Мы начали употреблять больше льняного масла, а проблемы не уходят, а наоборот усугубляются. Почему? Потому что мы употребляем уже окисленные масла. Тогда надо очень тщательно, щепетильно подходить. Либо подходить к выбору этих масел, либо использовать те жиры, которые не окисляются так быстро. То есть, например, масло авокадо не окисляется так быстро, и оливковое масло. Почему его так любят на Средиземном море, где сейчас и живем, где мы с семьей, да, в Черногории, в частности. Можно найти здесь свежие масла, недавно их только получили, в сезон, особенно когда из оливок, да, жмут масло, то можно найти это, и оно действительно будет, если его пропить в течение месяца, то оно будет действительно шикарный эффект давать на кожу, на питание кожи и волос, и ногтей. И мембраны клеток изменятся, и как антиварикозное действие будет очень хорошее. То есть выбирать надо обязательно. Обращайте на это внимание, пожалуйста. Но избыток окисленных жиров, трансжир, что это такое? Это растительный жир, который химическим путем перевели в твердый вид. Это трансжиры, маргарин, классический пример. Да? Вот это все способствует инсулинорезистентности. Еще одна из причин, конечно же, дефицит макро- и микронутриентов. Говорят, как-то так, вот эти всякие добавки принимать, вот как-то раньше не принимали, и все было хорошо. Но вообще за последние 100 лет содержание железа в яблоках снизилось на 96%. Вот о чем говорить, да? Вот поешьте яблок, поешьте гречки, чтобы поднять гемоглобин. Кальций снизился в томатах на 60%. В капусте калия всегда было очень много.
На 60 тоже процентов, 58-60% снизилось содержание калия в капусте. То есть это вот за последние 100 лет, то есть представляете, насколько сейчас все стало объединено. Особенно было много магния в овощах. Сегодня магния практически нет в овощах, и такая повальная, поэтому вот эти все проблемы с надпочечниками, это как раз-таки эпидемия, да, дефицита магния идет. И, конечно, вот магний — это как один из безопасных самых таких микроэлементов, его можно вообще постоянно на основе принимать. Есть разные виды магния, но сейчас не об этом. Вот. Поэтому, ну и в муке, раньше в муке было столько всего, и хром, который, кстати, помогает рецепторам возвратить их чувствительность к инсулину. И медь была, которая отвечает за пигмент, например, в волосах, за усвоение железа и за то, чтобы ваши волосы не сидели. Медь, да? Витамин В1 отвечает за то, чтобы волосы не выпадали, да, и ногти красивые были. Железо, вот это вот все раньше было в цельнозерновой муке. Сегодня цельнозерновая мука, к сожалению, никакой, и белая мука, да, очищенная, уже никакой нам питательной ценности не несет. Поэтому ждать, что вы начнете питаться здоровой пищей и перейдете там, да, с булочек и сникерсов на нормальные цельные продукты, и все изменится, увы, это будет лучше, конечно, чем фастфуд, но проблемы дефицитов, если они уже есть серьезные, не решит, к сожалению. Ну и плюс сегодня очень много пищевых непереносимостей. Вот здесь я хочу отдельно на этом немножечко остановиться. Есть отличие пищевой непереносимости и истинной пищевой аллергии. Пищевая аллергия, есть непереносимость пищи, она связана с незрелостью иммунной системы. А есть истинная пищевая аллергия. То есть когда есть немедленная реакция. Ну вот когда любят в американских фильмах показывать, человек съедает там один орешек арахиса, и у него там отек квинки, да, к примеру, начинается. Становится очень плохо. Вот это немедленная реакция. Вот такая немедленная реакция, реакция немедленного типа, это истинная пищевая аллергия. Ее можно увидеть в крови повышенными иммуноглобулинами класса Е. Это как раз реакция, она и опосредована иммуноглобулинами класса Е. А вот если человек этот арахис ел, там купил мешок арахиса, да, и вот он его ест и ест, и что-то у него там к концу недели начало вот как-то где-то там краснеть на сгибах запястья или локтей с внутренней стороны, или какие-то стали высыпания на коже, на лице начались, да, покраснения, какие-то пятна начали появляться. Вот это уже пищевая непереносимость. Ее можно как раз, она часто возникает накопительным типом. Это реакция замедленного типа, и она как раз, ее можно увидеть по иммуноглобулинам класса G. Если кому-то интересно, можно в крови смотреть всегда иммуноглобулины класса Е. Для понимания, если аллергия на что-то, например, начинается весна, человек начинает чихать, от чего непонятно, сделали аллергопанель по иммуноглобулинам класса Е и увидели, что немедленная реакция вызывает, например, пыльца березы, когда она цветет. Все. Вот это немедленная реакция. Например, у человека есть аллергическая реакция какая-то, ну, как он считает, аллергическая реакция, то есть течет из носа, отекает носоглотка, какие-то высыпания на теле, может быть, там обострение псориаза, сиборея на голове может возникнуть. И он говорит, наверное, у меня там какая-то все-таки аллергическая реакция. Смотрит иммуноглобулины Е, а аллергической реакции нет ни на что. То есть это говорит о том, что есть непереносимость. Непереносимость определенных продуктов. Либо что-то слишком часто естся, либо есть проблема в кишечнике. Я об этом сейчас подробно говорить не буду, но нам это очень важно в плане, особенно вот когда мы говорим об акне, высыпаниях, которые возникают там, да, у подростков, да, в любом возрасте, неважно. Какие-то пятна у детей возникают, у маленьких, там они могут не как высыпания, прям, ну, как пятна такие чешутся, да, и думают, что это может грибок там или еще что-то. Вот имеет смысл обратить и посмотреть. Для того, чтобы по пищевой непереносимости сориентироваться, есть разные тесты. Есть иммунокап, есть, недавно появился в России иммунохелс. Есть те, кто за него, есть те, кто против. Но я с ним работаю, с иммунохелсом, с этим тестом. И его надо просто правильно трактовать. И по нему как раз видно, что человек, чем он злоупотреблять начинает, и к чему возникает уже вот такая непереносимость. Если убрать эти продукты, которые выявлены, уйдут
через некоторое время все внешние проявления, восстановятся волосяные фолликулы, восстановится поверхностный слой кожи, уйдут какие-то реакции. Позже можно будет эти продукты вводить, только не просто вот каждый день одно и то же, а ротацию делать. Допустим, не каждый день куриные яйца, допустим, два раза в неделю куриные, 2 раза в неделю перепелиные, в какой-то там день-два без яиц этих. Но, кстати, если говорить про яйца, то вот перепелиные яйца, они наиболее реже всех вызывают такие накопительные непереносимости, куриные чаще всего. Вот. Но здесь еще связь с прививками есть, куриный белок используется для производства прививок. Вот если есть пищевая непереносимость, значит, есть проявление ее на коже, и вы увидели, это, сдали анализы, это велотекущая реакция такая, да, на те ингредиенты, которые мы постоянно используем в пище. 2 метода существуют. Либо увидели по анализам, но это стоит денег, да, анализ тот же Immunohealth, либо вы делаете элиминацию. То есть исключение наиболее частых продуктов, которые чаще всего дают непереносимость. То есть убираются из рациона обычно молочные продукты, да, вот, например, раздражение на веках. Нередко ко мне такие обращения бывают, то есть просят просто какое-то космическое средство, может что-то вот там, да, вот там, поможете, у меня вот глаза чешутся, не связано зимой, летом, в любое время, то есть не связано там с какой-то аллергией, сдавала ему иммуноглобулин Е, все хорошо. Но вот есть раздражение, глаза чешутся, какая-то слезоточивость, сухость вокруг глаз такая излишняя прямо, да. Часто бывает на подбородке тоже такие проявления, и височные зоны. Какая-то сухость, раздражение. Можно сдать тест, а можно просто убрать молочные продукты, все, сахар и глютен. Убрать, то есть это пшеница, рожь, ячмень, к примеру, да, убрать это все на месяц. Легче станет, очиститься, а потом начать вводить продукты по одному там, каждые 3 дня, не все сразу и не постоянно. И вы увидите, как изменится ситуация, на что же есть реакция. То есть можно вот таким долгим путем, зато бесплатно пойти и с помощью элиминационной диеты понять, в чем проблема конкретно у вас, с чего же вы переели. Это не значит, что аллергия, это именно что вы переели. Еще очень часто приводит к таким непереносимостям и к высыпаниям на лице, особенно к кожным проблемам у детей. То есть все атопические дерматиты, псориазы, все вот такие диагнозы, они все связаны с кишечником. Всегда. Это излишняя проницаемость кишечной стенки. И часто на этом фоне также дополнительно развивается синдром избыточного бактериального роста в кишечнике. Стенки кишечные должны быть очень плотно склеены. Так вот, есть продукты, которые способствуют образованию зазоров между этими клетками кишечными, и туда начинают утекать белки определенных продуктов, недорасщепленные нашим организмом, да, и они вызывают аллергические такие вот проявления, такие непереносимости. Поэтому надо обязательно работать с кишечником. Помимо исключения глютена, то есть это большинство злаковых, остается обычно только гречка, киноа и рис. И овсянка безглютеновая, которая не хранится вместе с пшеницей на одном складу. Убирается коровье все продукция молочная и сахар. Вот это основная тройка продуктов для снижения синдрома кишечной проницаемости. И иногда приходится убрать еще орехи, шоколад и бобовые. А что нужно добавить для того, чтобы восстановить проницаемость, вот эту вот убрать проницаемость кишечной стенки и убрать патогенные бактерии из тонкого кишечника? Добавить нужно обязательно костный бульон. Как его делать? Это мы все подробно говорили в вебинаре по ЖКТ, по пищеварению. Обязательно добавляется глутамин, либо костный бульон, либо аминокислота глютамин, которая восстанавливает слизистую. Она хороша и при различных эрозиях, язвах, гастритах там, и так далее. Обязательно добавляется цинк, он помогает снимать воспаление, и обязательно добавляется кверцетин, который помогает убирать окисление, высокий уровень окисления снижает и помогает тоже с воспалительными реакциями. Как понять, есть ли проблема в кишечнике? Как понять? Вот есть, да, акне, есть какая-то угревая болезнь. Вот как же выяснить, от нее эта причина, да, то есть, вот ребенок, например, подросток, не хочет он на месяц убирать из своего рациона вот эту тройку, которая у многих людей занимает практически весь рацион. Сахар, молочные продукты, молоко и кисломолочные продукты, коровье, и глютен, то есть хлеб, там, да, макароны, вот это вот все. Оставить там только гречку, рис, там, киноа, овсянку иногда. Плюс еще ему бывает, что нужно и орехи убрать, и шоколад убрать, да, и бобовые. То есть подросток часто питается только этим, и вот попробуй его убедить. Тогда можно пойти быстрым путем. Можно
сделать биохимический анализ кала на дисбактериоз. Он самый дешевый, информативность 50/50, вот так где-то, так как у многих норма по лакто- и бифидобактериям достаточно индивидуальна и очень сильно отличается у одного человека к другому. Но это, по крайней мере, уже быстрее, чем элиминационная диета, и показывает состав микрофлоры толстого кишечника. Более точный анализ для выявления патогенной микрофлоры, для выявления синдрома избыточного бактериального роста в кишечнике, в тонкой кишечнике, да, и для выявления вообще, что вот есть, в принципе, у человека такие непереносимости, скорее всего, это анализ крови по Осипу с чувствительностью к антибиотикам и бактериофагам. Вот этот анализ очень хороший. Потом нужен обязательно, чтобы был специалист или обратиться, где вы его будете сдавать, чтобы он вам рассказал, его расшифровал. Он показывает состав микрофлоры тонкого кишечника, очень достоверный анализ. Не кал, когда исследуют, а именно кровь по Осипову. И это именно тонкий кишечник. Как раз синдром избыточного бактериального роста, он нас беспокоит именно в тонком кишечнике. И он может помимо высыпаний на лице, помимо акне непроходящего и независящего, то есть не зависит у человека, там у женщины, да, в начале цикла, в конце цикла, то есть у нее они постоянно появляются новые элементы и появляются, и вообще демодекоз не проверен, нет, вроде нормально. То есть вот как-то можно даже исключить бывает все, то есть непереносимости даже убрать, а вот если сформировалась на фоне этих непереносимостей уже патогенная микрофлора в тонком кишечнике, то она будет продолжать там жить и прекрасно себя чувствовать, и добывать себе нужное ей питание даже из нормальных продуктов. То есть вот тогда, если сделать анализ крови по Осипову, можно увидеть эту проблему и прицельно воспользоваться бактериофагами, не обязательно антибиотиками, замечательно работают бактериофаги, прицельно воспользоваться бактериофагами для того, чтобы подавить эту патогенную микрофлору и потом заселить правильную микрофлору. И все кожные проблемы на лице и на теле, какие-то высыпания, частый зуд, возникающие там пятна после душа, например, бывает такая кожа чувствительная, да, очень, они все уйдут. Даже сухость кожи по всему телу, не в каких-то конкретных зонах, а по всему телу, она тоже бывает часто связана как раз-таки с сбитой такой микрофлорой в тонком кишечнике. И можно еще дополнительно сделать анализ кала на условно-патогенную и патогенную флору. И если там находится отклонение, тоже по Осипову можно делать, то делается БАК-пассив на чувствительность к препаратам. Далее. Если есть нарушение режима питания, это тоже может приводить к инсулинорезистентности. То есть вот мы все моменты, да, смотрим, то есть и избыточный бактериальный рост влияет на усвоение углеводов, да, и нарушение режима питания. То есть что это значит? Если есть помимо основных приемов пищи, есть еще перекусы. И хуже всего, когда эти перекусы углеводные. То есть когда в школу дается ребенку бутерброд, например, даже если он там, например, с овощами там, или с сыром, да, или с мясом даже, но это бутерброд, то есть там сверху хлеб, снизу хлеб углеводный. То есть какие-то углеводы, они, конечно, в качестве перекуса это самый худший вариант. Лучше дать вареные яйца, сыры там и те же там овощи, ну или что любит ребенок, орехи даже те же самые, да, это будет источник белков и жиров, и мы избежим вот этого углеводного скачка. Поэтому очень часто человек питается правильно, но у него он на ПП, так называемом, да, правильное питание, и не понимает, ну откуда у меня может быть высокий инсулин, я не понимаю, там, или откуда у меня может быть вот эта инсулинорезистентность, почему у меня кисты, вы говорите, что это связано, да, или папилломы, вы говорите, что это связано или вот с морщинами, да, часто мне говорят, ну как, ну я так правильно питаюсь, слежу за собой, и почему? А вот если кратность питания больше, там, чем 3 раза, например, да, и есть перекусы, и перекусы углеводные, яблочко съесть на перекус, там ребенку банан в школу дать в качестве перекуса, то вот это хуже всего, потому что это сразу поднимает инсулин, и это опять очередной раз истощает поджелудочную железу, и очередной раз дает порцию глюкозы, которую организм, если уже не может усвоить нормально, то она опять залепляет все наши белки, гликация происходит, и опять этот хруст в суставах, и хрупкие сосуды и так далее, да, вот это все. Ну, естественно, к инсулинорезистентности, помимо вот даже если это все в порядке, очень часто ведет дефицит витаминов и микроэлементов. Это очень важно, и не надо ждать, когда вы наедите из еды что-то, лучше взять хорошие комплексы. Поливитамины многие думающие врачи не жалуют, и это действительно так, потому что, ну, сложно подобрать всем универсальные, да, вещи. Но если дефицитов много, если вы никогда ничего не принимали, не занимались своим здоровьем и видите, что сыпется уже вот по разным пунктам организм, то надо начать с поливитаминных комплексов, но правильных, хороших, и буквально
даже 5 пальцев хватит, чтобы пересчитать. То есть надо подбирать витамины и микроэлементы в правильных формах, чтобы не тошнило от них, да, чтобы, ну хотя тошнить-то может и когда детоксикация идет, ну вот скажем так, чтобы они усваивались, чтобы они не плавали в околоклеточном пространстве, а заходили в клетки, да. Поэтому нужно, допустим, витамин В12, он бывает там в 3 видах, вот 2 из них хорошие. Допустим, цианокобаламин — это не хороший вариант, а почти все витаминные комплексы, они содержат цианокобаламин, который не нужен для нашего организма. Фолиевая кислота — это витамин В9. Он должен был быть в виде метилфолата, не в виде просто фолиевой кислоты, которая онкоопосредованным действием обладает, то есть может так повышать злокачественный рост клеток, сама по себе фолиевая кислота. А метилфолат таким, наоборот, противоположным действием обладает. Очень важно, допустим, принимать не бета-каротин, да, а ретинол из животного жира, из рыбьего жира, например. Потому что бета-каротин, если у человека гипотериоз, то он уже, например, не может усвоить бета-каротин. Бета-каротин — это витамина, которые находятся в растениях, например, в моркови. Да? Это молекула бета-каротина, которую наш организм должен расщепить с помощью белка, разрезать ее пополам, и тогда он сможет это использовать. Тогда это будет настоящий витамин А, который мы можем использовать для себя. А вот людей с гипоацидностью и с гипотериозом, они не могут, и у них в крови этот бета-каротин плавает. Поэтому очень часто у людей с гипотериозом желтые ладошки, желтые ступни, такие, посмотрите у своих детей, посмотрите у себя на ладони и на ступни, какого они цвета, да, то есть такие желтоватые, должны быть розоватые, они такие желтоватые. Значит, это уже признак того, что все, что вы едите из растений, понимаете, весь бета-каротин из всех растений желтого, красного и оранжевого цвета, он у вас вообще не усваивается. То есть совсем не работает фермент, который разрезает бета-каротин. Значит, есть нехватка его. А если есть нехватка витамина А, да, если вы недостаточно при этом едите морскую рыбу жирную, красную, если вы не пьете рыбий жир, не принимаете, там, например, омега-3, или не принимаете ретинол, витамина из рыбьего жира выделенный, то, соответственно, значит, вы в глубоком дефиците, и если посмотреть кровь, например, на витамины, вы увидите, что у вас витамин А 100% будет низкий. А если еще и желчный слабо работает, вы мало жиров едите, то тем более, ну и естественно тогда, а витамин А — это, как мы говорим, да, витамин красоты. Я думаю, эту фразу все слышали.